Представители знака зодиака Лев, здравствуйте, мои дорогие львы и львицы. Таро прогноз, гороскоп. Плутон, Водолей с 23 марта. И на 20 лет, с 23 года по 43. Как изменится моя жизнь? Каковы перемены? В течение года он сначала войдет в знак Водолея, а после выйдет и вернется в Козерог, потом снова совершит в прямом движении переход в знак Водолея. Вот словно топчется на месте Плутон, давая нам возможность что-то переоценить, перестроиться, может быть, время какое-то выиграть в том, чтобы пересмотреть вообще свою жизнь и ту обстановку, в которой мы находимся. Плутон меняет знак для вас. Что это значит? Что нам придется проститься с тем, кем мы были до этого времени и более уже не являемся. Плутон приглашает отделить себя от чего-то и отпустить то, с чем мы были связаны долгое время. Это какая-то часть нашей жизни и внутренней связи, может быть, части личности, но что уже не служит или не принадлежит нам. То есть уже что-то утратило смысл, на что-то мы не можем влиять, и у каждого проигрывается из вас своя сфера жизни. Возможно, какое-то время это нам помогало. И нас защищало, может быть, даже какие-то наши взгляды, установки, может быть, конкретных людей это касается. Но здесь, как и люди, могут где-то уходить из нашей жизни. Что-то будет меняться, так и обстоятельства, обстановка, она тоже меняется. Принять какую-то уже новую реальность. Плутон – это что? Это трансформация. И значит, трансформируясь, пришло время восстанавливать баланс между внутренней нашей частью и вот теми внешними ситуациями, обстановкой, в которой мы находимся, которая сформировалась помимо нашей воли. И это, наверное, основная задача. Чтобы обновить себя, нужно что-то потерять, увы, или освободить место для новой философии жизни в целом. Тема Плутона – это всегда, как, знаете, сбрасываем старую кожу, чтобы восстановить ресурсы внутри самого себя. Встреча может быть собственной тенью, через словно облик в зазеркалье, который мы видим, и именно это нам помогает восстановить или создать новый образ к уже изменившемуся внутреннему содержанию нас самих. Видимо, обстановка, в которой каждый из нас сейчас находится, накладывает на нас обязательства и изменить как нас самих, отпустить то, что уже для нас не имеет смысла, сколько не удерживая, сколько не пытаясь что-то остановить, нас будет словно отбрасывать назад, если мы не примем какую-то реальность. Можно сказать, в этой фразе где-то подсказка. Если мы занимаемся тем делом, а нам кажется, что нет какого-то прогресса, словно один регресс, это вот именно та подсказка, что нужно изменить либо метод, либо, может быть, вообще переключить внимание на какую-то другую сферу жизни, или, может быть, в другой области нас ждет успех. Здесь может быть очень много подсказок, наверное, основные подсказки в нашей душе. Давайте, мои дорогие львы и львицы, посмотрим, как вот это планетарное событие, астрологическое событие влияет на вашу жизнь. И первая карта, так мы ее и назовем. Как это влияет? Что для львов и львиц этот Плутон? И далее мы загадаем две карты или как два события, которые ведут к переменам. Может быть, две сферы жизни нам карты покажут. Вот давайте узнаем, что будет наиболее важным, по мнению карт, конечно. И впоследствии мы откроем эти карты, и это будут звучать вопросы так. Каковы перспективы, допустим, либо этого события, либо той сферы жизни, где будут происходить перемены. Понятно, что сфер жизни много, но одна может потянуть за собой как будто все остальное. Или какие-то подсказки будут. И по периоду мы, наверное, возьмем 2023 год, может быть, начало 2024. Вот как раз вот это путешествие Плутона из знака в знак, когда что-то уже меняется. Вот этот самый порог перемен. Неожиданности по первому событию и мне повезет, или что вот мы решим.
В чем мы выиграем, можно и так сказать. И второе событие. Перспективы. Что будет дальше? Неожиданности. И в чем мне повезет. И, наверное, последнюю карту, которую мы откроем, это будет означать, что дальше, да, нам всем интересно именно узнать, что там в будущем. Так вот, и исходя вот из этого всего, то, что мы увидим, либо совет от карт, либо впоследствии, как для нас это проиграется. Итак, давайте узнаем, как это на нас влияет. Выйти из какого-то тупика, выйти, может быть, из зависимой ситуации у кого-то по финансам, у кого-то отношения, у кого-то по работе, какой-то тупик тоже. И нам придется что-то пересмотреть, не действовать как раньше. Но в чем тут вопрос? Вопрос в самих себе. Мы должны оттолкнуться от того, что на сегодняшний день мы бы хотели для себя самих совершить. Наверное, прислушаться к собственной душе это будет наиболее важно. И не пытаться что-то удерживать. Посмотрите, насколько красноречиво подтверждает карта все то, что я сказала до этого, еще не раскладывая карты. Ведь это старший аркан. И значит, какие-то обстоятельства на нас будут влиять таким образом, что нет смысла удерживать. Мы можем за что-то зацепиться, кстати, или пытаться искусственно притормозить какой-то процесс, но для нас это будет темнота, нас это не будет развивать. Мы сами себя можем словно заморозить или приостановить в каком-то развитии, понимаете? Поэтому будет важно найти выход из создавшегося положения. Может быть, для кого-то окончательно проститься. И когда мы видим реальность такой, какая она есть, не пытаясь что-то удерживать, и в этом аркане, посмотрите, человек словно танцует. Мы переворачиваем на 180 градусов или разворачиваемся сами от какой-то прежней ситуации застоя. Выходим как раз на новый уровень, и нам хочется не просто жить полной жизнью, а нам хочется собственной реализации, совершенно, может быть, в новом виде деятельности. Или для кого-то это может проиграться, как я хочу новых отношений, полноценных, чтобы меня любили, чтобы не было каких-то разочарований, чтобы не было, может быть, обманов или какой-то пережитой прежде ситуации, которая тоже была с минусом. У кого-то может обозначать буквально любовный треугольник. Любая ситуация. У кого-то решить вопрос по финансам. Давайте мы откроем первое событие или первая какая-то ситуация, может быть. И это семерка пентаклей, 7, это что? Это у нас всегда статика. И еще одна статика рядом с картой повешенной. Аркан повешенный – это когда нет движения. Мы могли согласиться, кстати, на что-то, то, что или пытаться какое-то равновесие, баланс соблюдать. Невозможно словно было отказаться от чего-то. И может быть, невозможно было двигаться в каком-то новом направлении. Или, может быть, были какие-то страхи, может быть, внутренние какие-то неправильные установки, когда мы где-то не доверяли себе, а боялись потерять какую-то опору. Может быть, мы боялись потерять опору финансовую. И для кого-то из вас уже, может быть, мне... Ну, я не знаю, до какой степени надоела эта работа. Она не приносит никакого вдохновения. А вынужден оставаться, потому что, мне кажется, если я сейчас все брошу, уйду или начну менять, тогда у меня с финансами будет крах. У кого-то может проиграться так. Или у кого-то наоборот. Я вкладывался в какие-то отношения, и много, может быть, буквально финансов ушло, а в результате я тоже остался ни с чем. И остался в какой-то зависимой ситуации либо от человека, либо от денег, либо от работы. И вот я встаю и думаю, и что же мне делать дальше? С одной стороны, нужно решать вот этот тупик. С другой стороны, есть еще какое-то ожидание по финансам. И мы чего-то ждем. Так вот, если события, мы говорим, выйти из тупика, мои дорогие львы и львицы, посмотрите, два стопора практически, когда мы не просто себя поставили даже на тормоз, а ну и еще и где-то долго раздумываем. Есть и обстоятельства, безусловно, потому что старший аркан, но есть и все равно что-то, что мы сами можем изменить. Я бы сказала так.
Есть, может быть, для части, для кого-то из вас объективные, безусловно, причины для вот такой зависшей ситуации. Это какие-то обстоятельства, на которые вы влиять не можете. И тогда по семерке пентаклей нам говорят, если нужно словно проработать какую-то остановку или какую-то задержку, это не значит, что мы должны просто бездействовать и что-то ожидать. Мы должны продумать, каковы должны быть наши действия, даже тогда, когда, есть давление извне именно каких-то обстоятельств. Все равно мы не должны полностью зависеть, может быть, от той обстановки, которая происходит вокруг нас. Значит, есть какой-то выход. Наша задача его найти. Понять, что бесконечно так продолжаться не может. И поэтому нужно разобраться, может быть, с собственными мыслями, может быть, собственными чувствами. Не можем мы себе позволить как будто апатию, выход из какой-то апатии, я бы сказала. Или не можем себе устроить какой-то праздник, отдых тоже. И ощущать-то себя каким-то мучеником. И если у вас сейчас какая-то правда в жизни затянулась ситуация уже до бесконечности какой-то остановки или когда ничего не развивается, я не вижу какой-то перспективы, значит, точно, мои дорогие, надо что-то менять. И всегда ведь все перемены начинаются с нашей собственной души. Давайте мы посмотрим, каковы перспективы, как долго можно находиться вот в таком зависшем состоянии. И вот еще одна карта, девятка, и она, кстати, нам говорит о том, что, вы знаете, вокруг вас будет обстановка меняться. Хотите вы этого или нет? Значит, обстоятельства, может быть, того места, где вы находитесь, как-то будут влиять на вас. С другой стороны, это вы где-то можете перспективы, если вы сами не проявите в чем-то инициативу, то вряд ли получится у нас найти выход из создавшегося положения. Все-таки мы не закрываемся от мира, понимаете? Если мы закроемся, если вот эта пауза какая-то затянется слишком долго, то мы рискуем вот оказаться в какой-то словно темноте и за каким-то тем забором, который мы себе поставили. А ведь его-то практически нет, ничто не ограничивает. Поэтому, может быть, для вас и сложная будет ситуация. С одной стороны, не рискуя собой, а с другой стороны, именно вооружившись тем, что для вас важно. Не для кого-то, не для того, чтобы уравновесить какие-то противоречия, не для того, чтобы быть кому-то удобным, например, да? Нет, нужно обратиться, наверное, к той части собственной души, что я хочу для себя. Посмотрите, нас карта немножко оборачивает к себе, но в то же время есть риск застрять надолго в ситуации ожидания, в режиме ожидания, когда мы зависим от кого-то. Вот из этого стопора для вас важно выйти, иначе какие перспективы? Мы застрянем. Вот это еще раз нам говорит карта. Каковы могут быть неожиданности? И я бы сказала так, что у кого-то словно с личной жизнью нужно разобраться. Или обязательно по этой карте это может у нас как сфера достижений, то, что мы хотим для себя, допустим, построить карьеру, начать бизнес, переехать куда-то. То есть обратиться к тому, что для нас наиболее важно. Я повторяюсь уже в очередной раз, но посмотрите, 3 карты, которые очень красноречиво говорят о каком-то застойном периоде, когда, с одной стороны, и обстоятельства словно сговорились вокруг, что-то не меняется. Может быть, и вы где-то не можете, не видите себе пространства для маневра, но и с другой-то стороны, и так дальше продолжаться тоже не может. А если неожиданности нам выпадает тоже старший аркан, это значит где-то будет какой-то момент прорыва или словно пространство в чем-то вам поможет. Может быть, это как предложение от человека вам какое-то поступит, на которое точно нужно согласиться. И это, опять же, может быть как по личной жизни. И для вас это словно, знаете, открытый путь может быть к новому себе, к изменениям каким-то. И здесь важно не строить какие-то, может быть, очень долгоиграющие планы, а просто воспользоваться каким-то моментом. И точно так
также это будет касаться, если построение карьеры. Всегда это взаимодействие, диалог, и в то же время это выбор. Вот если сейчас у нас нужно сделать выбор, а это уже сам по себе Его Величество выбор. Мы не сможем, не сделав выбор, а может быть, мы не сможем выиграть, не рискнув однажды. Ведь это очень важно. Поэтому на что-то решиться. Для вас, мои дорогие львы и львицы, будет очень важно. Давайте тогда, в чем мне повезет. Так вот, если мы какой-то выбор правильный сделаем, вот нам, пожалуйста, праздник. И, кстати, не нужно бояться, что что-то у нас уйдет из-под контроля. Посмотрите, четверка жезлов – это как раз тот самый контроль и отчасти якорь. Четверка всегда якорь. Стабильность. Когда у нас мы видим, что происходит вокруг, когда мы где-то влияем на ситуацию, влияем на отношения, мы можем как-то корректировать обстановку, и мы остаемся довольны. Карта праздника после победы. Наверное, победа может быть над собой, над самим собой. Или сама по себе победа, когда мы какой-то сложный вопрос решим, застойный. У кого-то ведь так тоже может быть. Не получалось что-то. Может быть, и ситуация никак не складывалась. И тем не менее, будет и как Вселенная помогать, повторяюсь, так и от нас-то тоже много что зависит. Если мы настроены на чистоту что-то изменить, ведь мысль материальна, значит нам и Вселенная будет помогать. Но если мы закроемся от мира и примем вот какую-то вот зависшую ситуацию, что ну все, я не могу ничего изменить, примем как поражение получается, тогда вряд ли в нашей жизни что-то будет меняться. А потом, когда мы долго находимся в таком ожидании, ведь судьба все равно нас начнет как-то перекраивать, но это всегда более болезненно, нежели мы сами уже понимаем, что да, так быть не может, и мы ищем какой-то выход, и мы его тогда обязательно находим, и мы остаемся как более счастливыми, более довольными, и еще у нас все под контролем. И старшие арканы, повторяюсь, это то, на что мы не влияем, это то, что нам приходит извне. Значит, даже те возможности, которые мы не предполагали, нужно правильно оценить и воспользоваться. Вот что-то вовремя рассмотреть, что-то прочувствовать. Поэтому, может быть, и Плутон, вот то, что я говорила, прочувствовать самого себя, от чего-то отказаться будет совершенно необходимым, как будто может быть, как ту цену, которую мы должны заплатить, и это будет важно. Давайте второе, либо событие, и вот оно решение, или это сфера жизни, если мы говорим. По тузу мечей вообще это когда мы какое-то одно направление выбираем, и вот, пожалуйста, меч коронован, но предусматривает эта карта меч обоюдоострый, словно рассекает воздух этот меч, отсекая все ненужное, и карта еще раз повторяет, дополняет все то, что я до этого сказала. Правда, важный выбор. Вы как будто на пороге стоите. И в течение года не затягивать какую-то ситуацию, именно что-то для себя раз и навсегда, знаете, как поставить в чем-то точку, подвести знаменатель, после этого от чего-то отказавшись, словно отрезать, и больше к этому не возвращаться, не сожалеть, не подсчитывать, не думать, что бы могло быть, а просто почувствовать себя свободным. Вот для вас, чтобы не было тупика, или тупика по финансам, или когда мы сами отгородились, или где-то, когда мы допустили, может быть, такую ситуацию, в таких в двойственных отношениях были, или когда пытались где-то усидеть между двух стульев, и вашим, и нашим. Такое тоже могло быть. Разная же у каждого обстановка, но нам все равно только вперед. Как бы не было сложно. Давайте мы посмотрим, каковы перспективы, шикарные перспективы. Посмотрите, решая один какой-то вопрос для себя, может быть, набраться мужества и правда принять одно – в одной какой-то сфере важное решение, и потянутся какие-то перемены, которые изменят как и вас самих, так и вашу жизнь. И когда выпадает 20-й аркан страшного суда, это карта возрождения, и она говорит, не будет как раньше.
И у нас будут именно такие перспективы, когда мы уже будем довольны собой. Это карта избавления от боли, карта избавления от страданий, от какой-то прежней ситуации с большим минусом, когда мы переживали очень много, где-то были и внутренние страхи, сомнения, могли быть и объективные обстоятельства к тому, что какие-то были, может быть, тяжелые утраты у кого-то из вас. И в целом, ну, очень тяжелый период жизни мог быть. А теперь нам говорят, нет, вот оставь прошлое в прошлом. Ангел трубит буквально. Смотри только в будущее. Твой путь отсюда только вперед. Неожиданности. Много будет людей, много будет мнений. И для вас будет важно сохранять то, что будет важно для вас. Научиться работать с информацией. Где-то не реагировать эмоционально на то, что или как думают люди. У кого какое мнение. И эта карта дает один совет. Это не столько неожиданность, сколько вас должно войти для нас в привычку, когда люди пытаются либо устроить хаос из ничего, либо могут где-то давить на нас или пытаться нами отчасти даже манипулировать, чтобы мы кому-то помогли, чтобы мы в чем-то проучаствовали. И вот, наверное, нужно помнить, что мы не должны себя из-за людей или пытаясь кому-то помочь, сделать себе медвежью услугу и вогнать себя еще раз в какой-то стопор. А вот работать с информацией, принимать именно эту информацию, анализировать, думать, это мне нужно или нет. Нет, вот как этот меч. Отсекли, забыли. Если мне какая-то информация нужна, значит я ее сохраняю, а впоследствии я буду думать, как это мне может пригодиться. Пятерка жезлов, мелкая карта, карта информационного хаоса. И значит для кого-то из вас еще какой-то хаос вокруг вас может какое-то время продолжаться. И вас это не должно выбивать из колеи. Вас это не должно останавливать. Целостность в вашей душе должна быть и в ваших определившихся планах. В чем не повезет? Ну, где-то карта дополняет эту пятерку жезлов и говорит, что вы как раз обретете словно иммунитет против плохого настроения окружающих, против тех людей, которые со сложным характером. Вас сложно будет выбить из колеи, вас будет сложно сбить с ваших именно настроек. И по этой карте мы, опять же, можем узнать какую-то тайну, открывшуюся, или получить какое-то известие, когда для нас какая-то проблема будет совершенно ясна. И если у нас начинается с карты повешенной, эта карта может говорить еще о чем? Что мы, ища выход, совершенно случайно можем узнать ту информацию, которую от нас даже скрывали. И это нам как глаза на мир может открыть. И такое тоже может быть. Две карты, которые говорят как и о людях, которых будет очень много, и об информации, с которой правильно нужно работать. Почему-то для вас это, видимо, мои дорогие львы и львицы, будет важно. Взаимодействие правильное как с миром, так и с людьми. Давайте мы откроем, что же дальше. Вот мне интересно, тупик, выход из тупика, новые перспективы, причем и праздник, и когда мы довольны собой, и более того, когда у нас есть группа поддержки все-таки. От нашего правильного выбора будет очень много что зависеть. Ну давайте либо совет, либо что дальше, что нам скажут карты. А вот сам по себе праздник. И, кстати, иногда тройка ведь проигрывается, что мы отказываемся от того, что нам мешает. Вот так. Значит, приняв одно какое-то важное решение, я могу точно сказать, у вас изменятся все сферы жизни. Словно что-то одна, как будто точка будет, точкой невозврата можно назвать, а путь к самому себе новому, к своему новому качеству жизни, к какому-то празднику, когда вот из этой тройки, часто тройка, пусть не в этой колоде это карта праздника и радости, кстати, так она и называется, но в других колодах, допустим, Таро Висконти Сфорца, там даже кубок один перевернутый, именно как будто это какая-то помеха, которую мы должны устранить для того, чтобы обрести абсолютный баланс, гармонию в душе, когда нас все должно радовать. Ну а в этой колоде это карта праздника. Вот какой-то праздник мы как будто создаем себе сами. Гармонию как в собственной душе, так и баланс
в нашей реальной жизни. Серьезный вообще интересный период. Я думаю, что, наверное, не до конца года, хоть мы и загадали, но, скорее всего, где-то поближе, может быть, в течение ближайших месяцев. Мне почему-то кажется, что явно, может быть, месяца 4-6, вот где-то так. Но раньше, чем через год, в вашей жизни точно, мои дорогие, наступят перемены. Плутон будет помогать, это точно, чтобы разобраться, может быть, со всеми сферами жизни и в конечном итоге изменить вот это самое качество жизни для того, чтобы мы были счастливы. Перекладывайте на себя, мои дорогие львы и львицы, и пусть всегда будет праздник в вашей жизни.